Я приветствую вас, представители знака Зодиака Близнецы. Таро прогноз. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Что откроется или что ведет к переменам? Самые разные вопросы через подсказки карт давайте рассмотрим. И у нас сегодня Таро прогноз на декаду, на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте же узнаем, что нам подскажут карты, и останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, искренне мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Или какой-то сложный пазл у вас сложится, или решение, новое решение для той или иной ситуации. Глядя на метафору карт, вы сумеете просчитать. Давайте будем узнавать. И первые карты, 4 колоды Ленорман, это оракул. Что скоро случится или произойдет? Каковы же события ближайшего будущего? Что же уже совсем скоро для вас прояснится, может быть, и так? В какой сфере жизни? С чем это будет связано? Дополним колоды Таро. И первая карта у нас будет означать неожиданности или что скоро как откроется. Какая тайна, может быть, или пусть это будут приятные события. Неожиданности. А вторая, пусть это будут те события, мои дорогие, которые для вас открывают новые перспективы. Или в чем ваша сила, или что вам нужно услышать для того, чтобы обустроить какое-то дело, что вам будет помогать, или то, что за вас, что вам само, может быть, идет в руки, чего нужно не упустить. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, у кого-то документы, у кого-то учеба. Следующая карта: финансы, деньги, любовь и личная жизнь. Давайте узнавать, что же скоро случится. Ага, получение денег. Как и деньги, так и перемещения идут по этой карте. Знак рыбы. Кстати, это две рыбы, которые плывут в разном направлении. Это вы, мои дорогие близнецы, можете изменить направление. Тоже собирались в одно место, а поедете куда-то в другое, или перед вами открываются новые возможности. И на заднем плане этой карты корабль, один из символов Меркурия, ваша планета-управитель. Вы можете что-то передумать, переиграть, потому что видите, вот в чем вы увидите перспективу, тем вам и захочется заниматься. Сама по себе карта благополучия. И здесь, знаете, у кого-то будет как вопросы по недвижимости. Все же, если мы говорим о перемещении, это может быть какой-то далекий переезд или просто в рамках той местности, где вы находитесь, вы можете улучшать свои жилищные условия тоже, наводить в чем-то порядок в конечном итоге, укреплять собственные позиции, так, чтобы даже приходя домой, вас больше радовала обстановка. Или для кого-то из вас это по работе изменения, такое тоже могу предположить. Релокация офиса. Или это вы хотите работать из любой точки мира. Очень символично ваш знак зодиака. Все то, что касается новых технологий, цифровых технологий. Все те специальности, наверное, которые идут по программированию или так или иначе связаны, может быть, или с искусственным интеллектом. Но все то, что для нас с позиции новизны или тех элементов, которыми владеют не все, то для вас, для вашего знака зодиака, это, ну, я бы сказала, та сфера, где вы можете добиться очень больших высот. И дважды, потому что Уран летом перейдет в ваш знак зодиака, и человечество даже ожидает того, что будут пересмотрены и открыты какие-то новые возможности. Это окажет влияние на каждого из нас вне зависимости от знака зодиака. И вполне вероятно будет пересмотр финансовой системы. Это все очень символично вот тому аркану рыбы, который вам выпадает. И может быть некоторая прелюдия. 10 дней – это очень небольшой срок в разрезе истории, но тем не менее какая-то перезагрузка. Или когда есть тема определенная, то, что вы хотите осуществить. И в этом направлении вы тоже можете добиться того, чего вы хотите, то есть конечного итога или какой-то цели,
А если кто-то из вас решил кардинально изменить свою жизнь, так у вас как зеленый свет. Правда, очень много положительного значения по этой карте. И это буквально скоро. То есть это получается, ну вот то, что вы план себе ставите, то шаг за шагом, постепенно вы идете по направлению к осуществлению своей мечты в целом на все 10 дней. Хоть камни с неба, но у вас сильная позиция. Всадник, и понятно, тут у нас черви выпадают, и это любовь. Перемены, может быть, и в личной жизни, и я бы сказала даже дважды. Помимо того, что 9 присутствует номер у карты, есть еще 36 число, и мы тоже можем, если сложим эти две цифры, два числа, мы получаем 9. Какая-то глобальная для вас перезагрузка. Может быть, это будет означать и личную жизнь, приезд человека к вам, или вы куда-то собираетесь в другую страну, в другую местность. Все же всадник – это движение, это перемещение. И если мы говорим 2 девятки, значит 2 области или сферы вашей жизни, в которые в ближайшее время будут проходить перемены. Но это еще и карта любви, где-то об этом. Это могут быть признания в любви для кого-то из вас, мои дорогие, или, может быть, вы будете кому-то в любви признаваться. Это могут быть подарки по этой карте, это могут быть комплименты, это может быть романтика. И в целом хорошее настроение, приятные эмоции. Тоже скоро. Ну, как неизбежно, если мы выбираем куда-то направление, значит, есть и то в нашей жизни, что мы подытоживаем. И это на самом деле так, потому что, опять же, перемены, опять число 9 фигурирует у нас. Перезагрузка, переформатирование в вашей жизни. Причем это не за счет того, что, как знаете, внешние события такую ломку производят в вашей жизни. Нет, мои дорогие близнецы, это добрые перемены. Это вы от чего-то отказываетесь, потому что неинтересно, не хочу продолжать. Пусть у нас это выпадают бубны. Кстати, по этой карте мы иногда получаем действительно, предположим, ту сумму денег, которая вам причиталась, но почему-то она задерживалась. Или какие-то согласования не прошли, или платежные системы не сработали. Ну, самые разные причины. В итоге мы эти деньги получаем, в чем-то ставим точку, как с вами рассчитались. Но у кого-то это может быть действительно по части работы, потому что бубны – это деньги. А откуда-то к нам приходят деньги и пересмотр по возможностям заработка. Ну, может быть, и подготовка, кстати, у кого-то налогов, как отчетный период. Я такое тоже могу предположить, как подготовка декларации или что-то вы тут анализируете по части денег. Но финансовая стратегия, скорее всего, у вас в ближайшее время будет меняться. Это точные предпосылки, скорее, уже проходят в эту декаду. Что же скоро случится? Аркан ребенок. Здесь может быть как известие от ваших детей, события какие-то в жизни ваших детей. Если же у вас детей нет, всегда в оракуле Ленорман это карта об обновлении. Обновление чувств. Для кого-то знакомство с человеком намного моложе вас. А может быть, вы уже знали такого человека. Но это еще и обновление вашей жизни. Это желание видеть мир. Это желание где-то... Я такое могу предположить, у кого-то проиграется как здоровый образ жизни. Мне самому необходимо, ну, привести, может быть, свой организм в порядок. И это ни разу не о болезни, а именно когда улучшаем мы свое физическое состояние. Но так или иначе, там карта уже предвещает добрый период вашей жизни. И поэтому что-то завершается и начало того нового, то, что вас больше вдохновляет, что вас больше интересует или чем вам хочется заниматься. Давайте откроем карту Таро. Что же у вас неожиданности или что скоро откроется? Паж жезлов. А ведь и правда у кого-то желание учить язык, например, или осваивать новые технологии, осваивать новое ремесло. Да, есть некоторая развилка, когда мы словно обдумываем, еще стоим, куда пойду. Да, вот как этот паж. Прямо пойду или все-таки сверну. Ну, вот некоторая неопределенность может быть, но я так вижу, это ведь в неожиданностях, поэтому всегда по пажу жезлов это новые возможности. Самое главное, ну, как и обновление какого-то вашего
внутреннего восприятия, кстати, жизни. И ваш знак зодиака, вы открыты миру, вы умеете быстро перестраиваться, вы умеете быстро анализировать приходящую информацию, вычленять из вороха информационного рациональное зерно и понимать для себя, чем же я буду заниматься. Вот попажу жезлов, жезлы, дела, работа, бизнес, и значит, по части прихода денег, или откуда, каким образом, или как вы будете в дальнейшем зарабатывать. В зависимости от этого могут, ну или в этой плоскости находиться те темы, которые вы будете готовы или изучать, или как что-то новое развивать, или вас просто может что-то заинтересовать, а у кого-то действительно может проиграться как через отношения, знакомство с новым человеком, который очень притягателен. Хочется узнать поближе, в неожиданностях может быть и такое. Давайте узнаем, что же как добрая энергия, что вам помогает, или само идет в руки, или для вас как благополучие. Туз Пентаклей – это как помощь высших сил, это всегда возможность. И правда, у кого-то будут деньги. Кто знает, если это крупная сумма денег, у кого-то, правда, такое я могу предположить. Ну, понятно, мы все разные, и все зависит от того, чем вы занимаетесь. Поэтому денежные вопросы, денежные темы в центре внимания могут быть помимо личной жизни в эти 10 дней. И у кого-то с приходом денег как новая возможность улучшить свои жилищные условия, может быть и так. Или это вы что-то решите, опять же, для того, чтобы больше увеличить свой финансовый доход. Вы будете рассматривать дополнительные источники заработка. Все же по тузу Пентаклей это всегда то зернышко, которое мы садим в землю, а в последующем мы получаем денежное дерево. И все то, что касается денег, финансов, мои дорогие близнецы, видимо, в эту декаду, в эти 10 дней, такое приоритетное или одно из приоритетных направлений, потому что здесь открываются все же какие-то перспективы, что-то должно быть продолжено. Или для кого-то из вас это новость может быть, информация, и следует на нее откликнуться, что-то просчитать, чего-то не упустить. Потому что через помощь высших сил или через какое-то предложение, или это как ваш внутренний инсайт вас что-то заинтересует, значит ваша мысль, она тоже должна быть додумана. Не упустите какую-то возможность. Дела, работа, бизнес, достижения, документы, двойка жезлов. Здесь все идет своим чередом. Вы знаете, у вас, в принципе, все стабильно, все вами контролируемо. И перед тем, как мы что-то начнем, мы действительно должны, и просчитать, чтобы себе не навредить. Двойка жезлов – это привычная обстановка, это привычная атмосфера, это те наши занятия или род обучения, вашей работы, то, что вы будете точно продолжать. Здесь нет перемен, но есть и перезагрузка, поэтому для кого-то из вас проиграется действительно вторичный доход или вторичный заработок, или рассмотрение таких возможностей, или, может быть, как пассивный доход. Вы для себя, захотите укрепить финансовое состояние, и для этого вы контролируйте все то, что имеете на данный период времени, или сохраняйте сегодняшнее место работы. Пусть вы даже задумали переходить на другую работу. Но я могу предположить явно не в эти 10 дней, потому что хочется стабильности. Есть еще смысл что-то завершить. Или для кого-то из вас завершаю здесь, а в последующем намереваюсь перейти, поменять работу, такое тоже может проиграться. Но, значит, деньги, какие-то взаиморасчеты, они должны быть завершены. Поэтому, не совсем на этой неделе. Но все контролируйте. И карта говорит о том, что, некоторый баланс у вас, он все же присутствует. Как в ваших делах, так и в ваших достижениях. Вообще, действительно сильная позиция. Самое время планировать что-то на будущее. Что же по деньгам? А вот несмотря на то, что деньги вроде как и есть, и они приходят, или вы, продумываете, видите уже, какие на будущее перед вами открываются перспективы, или вы ищете эту самую составляющую дополнительного дохода. И тоже я могу сказать, с учетом аркана рыбы и туза пентаклей, вы где-то можете даже просчитывать и видеть, как и прибыль, например, да, если есть какой-либо новый проект, или вы хотите заняться, может быть, личным делом, открыть что-то, и вы тоже тут
как дебет, кредит считаете, сколько я потрачу и сколько я смогу получить, стоит ли овчинка выделки. Вот такое может проигрываться. И тем не менее, какое бы ни было у вас сейчас положение финансовых дел, аркан Луна не говорит о том, что мы тратим. Мы больше сохраняем. Потому что какой-то период нам придется пройти, ну, в некоторой неопределенности. Луна – это всегда как темно, как сумерки. Да, аркан говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Поэтому я бы не сказала, что, к примеру, нам уже не одна карта сказала, что, ну, есть какие-то у вас интересы, проекты по части финансов. А тем не менее, не время инвестиций, когда выпадает аркан Луна. Не время тратиться, не время кому-то давать займы, не время вообще как-то рисковать деньгами. Подождите, пока прояснятся некоторые обстоятельства, или предоставьте событиям развиваться своим чередом. Потому что, вот как я сказала, выглянет солнце и все встанет на свои места. Но мы говорим об этой декаде. И на этой декаде еще что-то не прояснено. Это словно искусство от вас требуется мелких шагов в вопросах денег, потому что просчитать на 100% явно не получится. Либо есть зависимость от внешних событий или от какой-то внешней обстановки, которая вас окружает, либо будут меняться законы, какие-то положения, и будет важно не попасть в просак. Поэтому куда-то не торопитесь. И если двойка жезлов вам выпадает, это стабильность уже. Это то, что как прежде. Или это то, что нам знакомо. Или это то, что вы умеете делать хорошо. Поэтому с места в карьер явно было бы поспешным действием куда-то либо срываться, либо на что-то преждевременно согласиться. А вот изучать самое время. Детализировать, я бы сказала. Личная жизнь, звезда. Нет ничего невозможного. У кого-то может проиграться отношения с человеком на расстоянии. Может быть, это вы хотите съехаться, или вы хотите встретиться. У кого-то было знакомство, может быть, и недавнее. Но набирают знакомство в интернет. Я не могу судить, насколько это безопасно. По мне, так это опасность все-таки превалирует над возможностями. Поэтому будьте аккуратны, ведь скамерство, оно, увы, процветает. Причем неважно, кто меня сейчас смотрит, женщины или мужчины. Точно так же с обоих полов присутствует, ну, вот такой вот развод человека на деньги, когда через сферу чувств начинают знакомства, и все вроде развивается неплохо. А потом самое главное, чтобы не было горького прозрения. По аркану звезда действительно проходит пространство, эфир, интернет. Поэтому я и говорю для тех, кто, ну, где-то сидит на сайтах знакомств. Берегите себя, мои дорогие близнецы. Не поддаться какому-то импульсу для вас будет очень важно. И не рисковать собой. Вот эта Луна, может быть, она об этом как раз и говорит. И очень часто, и этому очень много примеров, как действуют с камеры. Я уже пару слов скажу. Они сначала жертву, будем говорить, завлекают или начинают там что-то рассказывать. Я-то вот, мне сложно судить, потому что я в эту ситуацию не попадала, но, тем не менее, те прописанные истины, и они, истории все эти, как одна друг на друга, словно братья-близнецы, похожи, это на самом деле. Потому что тактика, наверное, отработанная, она направлена на то, чтобы человека вовлечь в эти отношения, а потом начать выдумывать какую-то историю. В конечном итоге, чтобы вытянуть, выудить деньги. Поэтому вот у вас аркан Луна. Два старших аркана. События извне. Всегда, когда старшие арканы. Это либо влияние извне, либо это... По аркану звезда, это мы можем очень быть чем-то заинтересованы, правда? Нам хочется встретиться, нам хочется общаться. Ну, самые такие положительные эмоции мы испытываем. А тем не менее, темнота. Мы пока еще ничего не знаем. Мы пока ничего не видим. Поэтому сохраняйте себя, мои дорогие близнецы. Но по аркану звезда, если вы точно знаете, это ваш близкий человек или знакомый, уже такой хороший друг, с которым уже или с которой были у вас контакты. Но, значит, это может быть продолжено, это может быть как мечта. Для кого-то из вас
это выход из одиночества тоже может быть. Поэтому, возможно, контакты даже через интернет, как не застрять где-то в сольном варианте или расширить географию общения. В этом положительное благо. Можно учить языки, к примеру, или узнавать о культуре других народов, да, или в других странах. Ну, есть очень много положительных моментов. Для кого-то из вас это будет означать смена имиджа, правда. Это личная жизнь, это вы сами. И по аркану звезда мы меняем. Мы ломать хотим о себе шаблон, мы хотим быть лучше, мы хотим, кстати, и той же самой популярности. И для тех, кто имеет личное дело или в личное творчество, здесь сияйте, как звезда, вам буквально будут карты говорить, или даже настаивать на том, что если вы имеете свое личное дело, неплохо бы вы и подумать о том, чтобы быть популярным, иными словами, преувеличивать диапазон или расширять географию своего творчества или приложение ваших каких-то навыков, скиллов для того, чтобы осуществить какой-то свой проект. Но, понятно, рядом аркан Луна, поэтому и себя беречь тоже определенно стоит. Будьте внимательны, будьте аккуратны, мои дорогие близнецы, потому что, с одной стороны, очень благополучная декада по выпавшим картам, но есть еще и некоторые неопределенности. Поэтому береженого Бог бережет, говорят, правда? Но и сам не плашай. Желания могут исполняться. Об этом нам говорит аркан Звезда, в том числе и в личной жизни. Но перекладывайте это на более реальную плоскость. Это вам будет помогать отличить иллюзии от реальности. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.